Магабуста больше не будет, а тюны на весь аккаунт. Тысячи твинков качают профессии. Это значит, материалы из классики скоро станут дефицитом. Сегодня разберем, как удвоить свои накопления к старту БК без фарма, просто закупившись на аукционе. В конце соберу тестовую корзину на 500 золотых и посмотрим, что из этого выйдет. Приветствую, фанат классики! Еще не выбрал, за кого играть? Гайд по выбору класса в углу экрана. А мы переходим к вложениям золота перед выходом БК. Итак, как же изменения в БК Anniversary повлияют на экономику серверов? Система разблокировки атюнов на весь аккаунт позволит комфортно играть за несколько персонажей в PvE, а сниженный порог входа на арену и двойная специализация в PvP. Уже сейчас можно наблюдать всплеск активности в низкоуровневых локациях. Люди готовят твинков, а это значит, спрос на материалы для прокачки профессий вырастет. Какие материалы будут скупать массово? Я проанализировал несколько десятков популярных гайдов по прокачке профессий. Большинство игроков откроют один из топ-5 в Google и прокачается строго по ним, даже если есть более дешевые варианты. Результат – таблица спроса, что именно будет покупать тысячи игроков. Конкретные цифры по каждой профи. Ссылку на таблицу закрепил в комьюнити, доступно всем подписчикам. Буду обновлять по мере изменений. Пример. Грубый камень. В топовых гайдах по ювелирке цифры разные, от 0 до 100 штук. Я взял средние, 50. Это то, что реально будут покупать. Некоторые материалы не включил. Либо нужно мало, либо стоит копейки. Маржа есть, но геморрой больше, чем профита. Важное замечание. Несмотря на то, что я указал готовые слитки, так как они нужны для крафта, лучше закупать руду. Почему? Ювелиры будут просеивать ее для добычи гемов. А также появится возможность прокачать майнинг почти не выходя из города, просто переплавляя руду. Кожевенное дело не упомянул в таблице, но шкуры также будут актуальны, особенно для Альянса. Профессия идеально подходит шаманам, которые станут доступны с выходом припатча вместе с дренеями. Полный гайд по профессиям для каждого спека БК Anniversary по ссылке в углу экрана. АОЕ фарм в подземельях станет значительно сложнее из-за антибуст механики. Что это значит для экономики? Расходники из классических данжей, которые останутся актуальными в БК, станут дефицитными. Их больше никто не нафармит массово. Какие же это расходники? Сфера праведности из живого квартала Стратхольма. Рейды выходят в постнерв состоянии, даже пуги будут закрывать без особых трудностей. Зачем тратиться на дорогие БК-чанты, если классическая альтернатива дешевле? Темные руны станут менее востребованными в ослабленных рейдах БК, но все еще останутся актуальными для аркан-магов, сов и других моноюзеров на освоение или при спидране. Большой сверкающий осколок требуется для топовых масел, для хилов и кастеров. В какой-то момент этих предметов станет настолько мало, что их цена вырастет кратно. Вопрос лишь в том, готов ли ты ждать. Материалы для крафта и расходники из классики, которые используются в БК. Особенное внимание я бы обратил на кровь грома с призрачной поганкой или на эликсир истребления демонов. Значительный рост спроса на эти ресурсы будет с выходом тир 6 контента и далее. Скорополох. Популярность зелья скорости на БК значительно возрастет, так как мы наконец-то будем играть во что-то кроме альтерака. Удавник и масляный черноротик. Нужны для крафта зелья свободы действий, крайне популярного расходника в БК, как в PvP, так и в PvE для милишников. Железношелковая паутина. Нужна для крафта чародейских бомб, бистринки для протовара и медведя, а также пояса почти неуязвимости, который будет популярным на БГ. Беря во внимание вышесказанное и опираясь на таблицу, мы составим корзину инвестиций на 500 золотых и посмотрим, как их цена изменится со временем. Близы могут еще преподнести сюрпризы, так что риск неопределенности остается. Небольшой лайфхак. Тебе не нужна куча альтов, чтобы хранить предметы. Просто пересылай по почте самому себе. Хранится в течение 60 дней. Отмечу, что цены актуальны для сервера SpineShutter EU.
Драгоценные камни составляют приличную долю в 13%. При выборе камней для покупки я обращаю внимание на их востребованность для прокачки ювелирного дела, на руду, из которой они просеиваются, а также стоимость продажи вендору, чтобы минимизировать риски. Руда составила 18% от корзины, и я возлагаю на нее большие надежды именно на припатче, когда все будут качать профы. Я купил бы больше, но ограничен в количестве свободного места в сумках, так как не могу перекидывать другим персонажам для чистоты эксперимента. Серебряные слитки – исключение, на которое я выделил 1%, по причине того, что они стоят в 4 раза дешевле руды и нужны ювелирам. Камни вышли на 12%, все они потребуются для прокачки ювелирки, кузнечного дела и инженерии. Эликсир истребления демонов и Grom's Blood's Ghost Mushroom заняли львиную долю. Если Blizzard ничего не поменяют, то это вложение может окупиться несколько раз. Замечу, что шанс на доп-про при крафте также работает у мастера эликсиров, но и травы из Азерота станет значительно меньше на рынке, так что риски невысоки. Лиловый лотус нужен для создания масла для хилов и стоит сейчас слишком дешево, чтобы пройти мимо. Я не включил сюда зелье ускорения и свободы действий или траву для их крафта, иначе вышел бы за 500 золотых, но это еще один надежный вариант для вложений. В случае с зачарованием 10% это хорошая доля, так как это востребованная профессия для мейнчаров. Плюс эссенция и пыль не требуют депозита при продаже науки. Настойку колдунства и сердце дикой природы можно купить по цене вендора или близко к ней, но ювелирка вдохнет новую жизнь в эти предметы – легкие бабки. Свитки силы, ловкости и защиты будут активно потребляться физ, ДПС и танками в рейдах. Пятая версия из БК будет стоить так дорого, что в надежности этого вложения сомневаться не приходится. Бонус для тех, кто досмотрел видео до конца. Я не стал покупать ткань, так как она занимает слишком много места в сумках. Однако советую сделать это тебе. Количество твинков, которые будут крутить тенеткань, череткань или изначальную луноткань по КД, трудно вообразить. А учитывая то, что мага-буста больше нет, тряпки могут значительно прибавить в цене. И спасибо тебе за то, что ставишь лайки и жмешь колокольчик. Впереди самое интересное. До встречи в Запределье. Планируешь врываться в БК Anniversary? Присоединяйся к гильдии Dictators на спиншаттер за Орду. Ищем активных игроков, стабильное закрытие рейдов, PvP активности и просто приятное общение. Инфа в описании.